Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я собиралась с вами поделиться впечатлениями после прочтения «Атомных привычек», которые уже давно-давно обещала, вот наконец-то дочитала, собралась. Но все дело в том, что я обнаружила у себя еще две книги по привычкам. Это все про привычки, и мне хочется рассказать о том, чем отличаются эти книги, на чем они строятся. Может быть, вам будет интересно, потому что, в принципе, это достаточно популярные книги в своем разделе. Я поделюсь своими впечатлениями насчет этого и обязательно об атомных привычках тоже расскажу. И первая книга по старшинству – это одна из самых старых книг. В принципе, она сейчас, мне кажется, уже в таком формате не продается, но, в принципе, она пользуется до сих пор популярностью, потому что это одна из базовых книг. Конечно же, базовой является совсем вот базовой Baumeister, его книга, которую я так и не прочитала, но в итоге практически все на нее ссылаются. Мне кажется, я прочитала кусочками из всех остальных книг, потому что и в «Силе воли», и в там самоорганизациях книгах все цитируют Baumeister. Собственно говоря, эта книга «Сила привычки» Чарльза Дахига тоже строится на Baumeister, потому что он все-таки родоначальник. И, в принципе, все остальные теории, они как бы наслаиваются, немножко видоизменяют. Теория состоит в том, что привычка – это то, что состоит из трех компонентов. Это стимул, привычное действие и вознаграждение. Нам говорят о том, что для того, чтобы избавиться от привычки, это то самое привычное действие, вам нужно либо убрать вознаграждение, потому что без вознаграждения привычки не будет. Мозг будет считать, что а зачем я это делаю, если я ничего не получаю из этого, и привычка как бы уйдет. Либо убирайте стимул, то, что запускает привычку, то есть без стимула мозг не думает о том, что нужно сделать привычное действие, вы его не делаете. Собственно говоря, на этом всем и строится построение хороших привычек и отучение себя от каких-то плохих привычек. Собственно говоря, вот в этой книге она построена на этой самой цепочке. Но чем она, кстати, вот интересна после прочтения следующих, я поняла, что здесь очень большой, знаете, такой уклон не в коммерцию. Здесь рассказывается о Starbucks, о разных больших каких-то корпорациях, заводах и о том, как там применяется сила привычки, как она действует, как вот эти стимул, привычное действие, вознаграждение, как там все это работает в такой большой какой-то махине. И применимо к себе это сложновато, но почитать про это, как, в принципе, строится более глобальная такая система привычек, очень интересно. То есть не в каком-то таком мелком моторном каком-то контексте, что вот я хочу пить стакан воды после пробуждения, а в каких-то вот таких больших масштабах. Если вы кем-то управляете, у вас есть какие-то подчиненные, то вы можете гораздо больше почерпнуть интересных идей именно из этой книги. Но база там тоже есть. То есть первая глава или две как раз-таки посвящены основной концепции. Насколько я помню, да, тут петля привычки, жаждущий мозг, вот эти все золотые правила того, как работает наш мозг, зачем нам нужны привычки, что это делает для нашей жизни, почему это делает так для нашей жизни, почему мы ведемся на плохие привычки и так далее. В общем, все это есть. И самое главное, что в этой книге есть, чего, кстати, лишены следующие книги, это очень большой, подробный как это называется, примечание. Но здесь примечание и список литературы, в общем, где он берет, автор, все эти концепции, как он расписывает, почему он это делает, почему он нам говорит убирать стимул, почему то, почему сё. И при том мне нравятся вот эти примечания, когда здесь есть кусочек текста и прям пояснение. То есть почему он так считает, откуда он взял. То есть где-то есть источники, где-то нету, где-то больше расписано, где-то меньше. Так что в целом для тех, кто хочет копаться, кому интересно расширить в принципе, всю эту тему, кому интересно туда поглубже залезть, то есть очень много исследований здесь изучить эту тему, будет интересно, собственно говоря. Я, в принципе, люблю, когда есть такое обоснование, что я не просто так сделала этот вывод, а вот потому-то. Это всегда очень хорошо. То есть, в принципе, при прочтении немножечко сложновато, она такая немного более формальный, мне кажется, вот по сравнению, опять-таки, с последующими. Интересно читать, но немножко оторвано от жизни. Немножко хочется, вот когда ты читаешь о привычках, чтобы тебе прям точно сказали, что нужно делать, что не нужно делать. Здесь такого есть, но не так много, как хотелось бы. Поехали дальше. Далее у меня идет Гретхен Рубин. Я вот по мере того, как я читала эти книги, буду вам рассказывать. Гретхен Рубин, она, в принципе, очень известна своим проектом «Счастье».
счастье», я, в принципе, тоже с ней в этот момент познакомилась. Она не исследователь, она просто писательница, она даже не журналист. То есть она, в принципе, берет какую-то тему, которая ей интересна, она ее изучает, она ее применяет на себя и как бы рассказывает в книге об этом. Проект «Счастье» был о том же, потом «Счастлива дома» тоже там она применяла какие-то вещи по поводу счастья, по поводу привычек и так далее. Здесь именно конкретно по привычкам. Во-первых, хочу сказать, что именно это издание, оно, конечно, красивое, но, мне кажется, немножко перебор. То есть тут вот эти все штучки такие рифлененькие, формат такой интересный как бы. Внутри она вот как бы вот так вот оформлена, то есть тут постоянно какие-то штучки, закорлючки, тут как будто типа руками написано. Интересно, но мне кажется, немножко крупновато все это дело. Как-то не знаю. Как по мне, немножко такой формат очень букварный, не знаю, как букварь такой. Вот. Но это мое личное предпочтение. По поводу содержания. В принципе, вся эта книга строится тоже на определенных исследованиях. Скорее всего, тех же самых, на которые базировался в предыдущем случае автор. То есть все основные концепции, все основные исследования и выводы, на которых сейчас строится, в принципе, современная наука по привычкам, они здесь все есть. Но нет никаких ссылок. То есть Грецка нам рассказывает о том, что я вот изучила, я вот то, я вот это, там писали, там говорили, и как бы все. Отчасти, мне бы хотелось немножечко больше, но, в принципе, за счет того, что это именно пропущенная через себя личная такая вся история, и история кучи там всяких знакомых, родственников и всех-всех-всех, это очень применимая история. То есть тут она прям расписывает, какие уловки у вас могут быть, какие удобства, неудобства. То есть как бы база хорошая, все очень правильно, все очень четко, все очень современно. То есть, когда я читала, я же все равно знаю все эти основные концепции, все они здесь были по поводу того, что нужно, чтобы приносило удовольствие, чтобы было там удобно, неудобно, по поводу там постелить соломки, что если вы знаете, что вы можете сорваться, лучше продумать себе концепцию, что вы будете в этом случае делать, потому что очень легко улететь в трубу со всеми своими достижениями, если вы продумаете себе план, что в случае срыва я буду делать вот это, и вернусь обратно в колею, вы, скорее всего, как бы и вернетесь. То есть все отслеживания, то есть все как бы есть. Фундамент здесь прекрасный, база здесь прекрасная. Да, она пересказана очень простым, таким разговорным языком. То есть такая типа бытовая психология. Она тоже существует, она тоже важна, она тоже нужна, потому что очень много концептов, которые даже я иногда читаю, я не понимаю, как это все применить к жизни. И здесь же все очень, знаете, пережевано прям максимально и прямо из клювика вас кормят информацией. И это очень хорошо, то есть это очень применимо, очень легко перенести на свою жизнь. Вот прочитать и сказать: да, у меня то же самое. Я вот это и вот это могу сделать. И это круто на самом деле. Потому что она за счет того, что рассказывает не только про себя, но и про других людей, которые отличаются от нее, потому что все-таки ее психотип, он определенный, но мне легче всего применить на себя, потому что мы с ней очень-очень похожи. Но она и рассказывает про других людей, которые диаметрально противоположные, которые совершенно другие. И мне нравится, что она тоже очень сильно акцентирует на том, что, конечно, вот эта цепочка, привычки, это все прекрасно. И то, что мы знаем, как она работает, это прекрасно. Но всегда нужно опираться на свои личные предпочтения, свои личные привычки, которые уже сформировались. То есть нужно не слепо верить вот этой вот структуре, что я там беру стимул, и все будет хорошо, но глубже копать, понимать, какая там основополагающая привычка, как мы вообще функционируем, зачем нам нужны определенные вещи, почему мы их делаем, почему не делаем и так далее. То есть покопаться глубже и стараться формировать новые привычки, которые не противоречат твоей личности, твоему характеру, тому, как ты функционируешь, тому, как ты живешь и так далее, чтобы они не шли в диссонансы, потому что, скорее всего, такие привычки обречены, потому что они будут как бы противовес вас идти. То есть такой очень тщательный, очень бытовой, очень персонализированный подход, который на самом деле очень хорош, он тоже очень правильный, тоже очень интересно. И последняя книга, которую я прочитала, которая меня просто замучила, ее рекомендовали во всех инстаграмах, не подписано даже, я просто просматривала, все прям ее нахваливали, все очень круто, замечательно. И, кстати, ей уже года 2, наверное, вот этому изданию, то есть нам ее уже перевели давным-давно, я все никак не
не могла к ним подступиться. Но на самом деле я абсолютно не пожалела. Это, опять-таки, тоже о привычках, но совершенно по-другому рассказывается, совершенно иначе, интересно, с другой точки зрения и прекрасно дополняет предыдущие книги. Хочу немножечко сказать, кстати, по поводу самого издания. Мне очень нравится, что началась концепция того, что издания делают оригинальную обложку. То есть, англоязычные издания зачастую, которые мы уже там видели, где-то читали, я там периодически просматриваю новинки, и у нас очень часто переделывают на какие-то, не всегда удачные, честно признаюсь. Здесь же концепция основной обложки есть. Она, правда, больше по формату, вот это мне не очень нравится. Еще, мне кажется, оригинальное издание, оно в мягкой обложке, здесь твердая обложка. Вот. И при том, что сама книга такая, знаете, как будто немножко прорезинена, здесь вот эти все красивые буковки, все классно, то есть обложка супер. Бумага ужасная. Я не знаю, почему. Очень-очень тонкая. Хотя, кстати, сейчас проблема с тем, что стирается, в общем, чернила. Нет такой проблемы, но сама по себе бумага не очень. И, в принципе, опять вот этот букварный вариант. То есть очень крупные буквы, очень большие листы. Я не знаю, зачем так делают. Она какая-то такая немножко, как будто для детей сделана. Ладно, все, об издании я все сказала. Немножко некоторые решения издателей мне непонятны. Но это мне непонятно. Возможно, они решили, что это все прекрасно и замечательно. Сама по себе книга прекрасна. Подробнее о ней я расскажу в отдельном видео, потому что это будет большое отдельное. Очень много классных советов. Опять-таки, все построено на Баумайстере. Но здесь еще автор добавил желание, потом стимул, потом привычное действие и потом только вознаграждение. То есть сначала появляется желание, потом появляется стимул и так далее. И на всей этой концепции он разбил каждый шаг, желание, стимул, привычное действие. В общем, что с этим всем делать, с каждым компонентом для того, чтобы либо приобрести привычку, либо избавиться от старой привычки. И очень много как раз-таки отдельных хороших вещей, которые вот сейчас нынешняя наука дошла до этого всего. И он приводит и это, и как это все применяется. То есть как мы можем это все интегрировать в свою жизнь, как мы можем это переделать, как мы можем переделать свою повседневную жизнь для этого и так далее. То есть, опять-таки, здесь много науки и много практического применения. У Гретхен науки немножко поменьше, больше практического применения. У Дахида больше такой науки, рассказов и так далее. А здесь вот такое, мне кажется, достаточно идеальное сочетание. Мне понятно, почему все ее советуют, потому что она очень еще, знаете, пронизана такой мыслью о том, что нужно подстраивать свои новые привычки по того человека, которым вы хотите стать. Я уже об этом недавно говорила, о том, что вот когда всякие великие люди говорят о том, что действуйте как человек, которым вы хотите стать. И почему-то это превратилось в то, что там покупайте дорогие машины, не знаю, назначайте встречи, которых не существует. Какие-то материальные вещи нам говорят делать, как тот человек, которым вы хотите стать. На самом деле здесь нам говорят очень обоснованно, что нужно не материальные вещи делать, а именно привычки создавать того человека, которым вы хотите стать. Вы хотите стать более организованным человеком? Заведите привычку не опаздывать, выполнять всю работу в срок, выполнять там дополнительную какую-то работу, больше читать, больше там еще чего-то. Вы хотите быть более здоровым человеком? Заведите привычку заниматься спортом, кушать хорошо, правильно и так далее. То есть именно вот в этом. И за счет того, что это будут вначале такие крошечные изменения, то есть за счет атомной привычки, то есть совсем-совсем такие маленькие изменения вы внесете в свою жизнь, но за счет накопительного эффекта со временем вы станете именно тем человеком, который хотели стать, без каких-либо, знаете, вот таких вот переламывающих движений, что вот через коленку себя перегнули и за счет силы воли стали тем, кем вы стали. Нет, вы постепенно все это нарастите и незаметно для себя комфортненько дойдете до того, чего вы на самом деле хотели. И эта мысль, она проходит через всю книгу. Это очень круто на самом деле. Я, в принципе, фанат стратегии маленьких шагов, что вот эти вот маленькие шаги, они потом со временем накапливаются, и вы доходите до того, что вы хотели, и вы не надрываясь это все делаете, и постепенно меняете свою жизнь. Это все очень круто и замечательно, и мне, в принципе, очень нравится эта книга. Но, повторюсь, подробно я хочу отдельно рассказать, потому
что очень много таких дельных, четких советов здесь есть, которые прям тоже вы берете и воплощаете в своей жизни. В принципе, нужно немножко подумать, как это адаптировать к своей жизни, но они очень применимы. Очень классно, что все можно вот прям сразу ложить на свою жизнь и начать менять какие-то вещи, которые вам давным-давно хотелось. Так что вот так вот 3 книги, которые построены на одном и том же, на системе Баумайстера, на его, на его привычках, на вот этой концепции. Она немножко видоизменяется, но абсолютно по-разному говорят. Это абсолютно по-разному интересно. Каждый раз это интересно, ново и что-то дополняет, расширяет знания, что на самом деле, мне кажется, очень даже интересно и прекрасно, потому что мне всегда казалось, что если на одной и той же концепции что-то построено, ну, это будет одно и то же. Нет, не одно и то же. Авторы постарались, развили идею, и каждый из них рассказал нам интересную историю. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.